Operation present. Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас долгожданный видеоролик опять про Geely Coolray. Но, друзья, это не самый обычный Geely Coolray, а единственный и самый старый Geely Coolray в России и Беларуси. Коротко об автомобиле. Автомобиль привезен из Китая. Про стоимость автомобиля давайте я вам расскажу чуть позже. И давайте пробежимся по данному автомобилю. Автомобиль 2018 года. И напоминаю, что с 2018 года в Китае как раз и начались старт продаж данного автомобиля. И автомобиль в комплектации Flagship Sport. Актуальная комплектация для России и Беларуси на начало 2023 года. Адаптивным круиз-контроль, в котором есть удержание полосы, автоматическое торможение и много дополнительных функций. Что самое интересное, в автомобиле отсутствует обогрев зоны покоя дворников. И сам правый дворник расположен ниже. Также вы можете увидеть на лобовом стекле Fuyao 2018 год. И обдув, кстати, точно такой же, как и в моем Geely Coolray. На лобовом стекле размещен также блок радара адаптивного круиз-контроля. Также очень радует, что дворники себя чувствуют в хорошем состоянии. Алюминий, оцинкованная сталь и никакой коррозии на самих поводках нету, в отличие от французов и корейцев, у которых начинается уже окисление. Ну и на лобовом стекле также присутствует ВИН-номер. Автомобиль интереснее, лучше оснащеннее, динамичнее. По сравнению с Кретой, да, как раз. Кретой, да. Ну да, на старте продаж она стоила совсем дешево по сравнению с нашими реалиями, которые сейчас. Но скажи мне, вот ты все-таки пользуешься этим автомобилем, завез его бушным в районе там чуть выше миллиона. Готов бы ты его купить за 2 миллиона 700 тысяч? При наличии свободных денег, да. При наличии свободных денег. Но при этом конкуренты сейчас на рынке. Москвич? Но это не серьезно. Москвич гниет раньше, чем наш вот этот автомобиль, потому что здесь все-таки более с этим ситуация лучше. По поводу самого автомобиля. Капот у нас не имеет дополнительных уплотнений. Амортизаторы также отсутствуют. Двигатель точно такой же, как у меня. Бачок омывайки также в инструкции написан 2 литра, но имеет реальный фактический объем 4,3 литра. Пробег, еще раз повторюсь, 43 тысячи километров. Аккумулятор уже стоит российский, замененный. Интересно, почему изначально был все-таки он заменен. И, что самое интересное, насколько я знаю, этот автомобиль имеет 177 лошадиных сил и отсутствие катализаторов. Это специфика автомобилей из Китая для внутреннего рынка. По возможности, если получится, можно будет в этом убедиться. Инструкция от Geely Coolray в Китае. Значит, размерность шин. Так, самое интересное по маслам. В инструкции написано 0В20 с допуском Volvo. Под литровый двигатель свои масла с меньшим объемом масла. Ну и в робот все точно то же самое. И никаких 5В40.
На лобовом стекле размещен блок и камера адаптивного круиз-контроля. Также автомобиль оснащен датчиком света и датчиком дождя, которого нету в моем Geely Coolray. Давайте пробежимся внешне по состоянию автомобиля. Что интересно, так же, как и в моем автомобиле, старая партия зеркал. Водительское зеркало тоже небольшого выворота для высоких владельцев, но также есть небольшие изменения. Здесь у нас идет полностью литой из алюминия рейлинг, и он кажется намного более прочным по сравнению с моим автомобилем. Как мы можем увидеть, здесь две составные части: пластиковые заглушки, центральная часть рейлинга, и в принципе все. По креплениям, да, вы можете также увидеть, что здесь центральное крепление и на боковых заглушках. Здесь 3 точки опоры именно самого литого рейлинга. Ну, конструкция кажется более правильной. Также хочу отметить, так как я уже менял люк в своем автомобиле, что резиновый уплотнитель в этом автомобиле более дубовый, более жесткий. И сама резина отличается от моего уплотнителя, который я уже заменил в своем автомобиле вместе с частью люка. Комплектация Flagship Sport, имеется вот такой интересный спойлер. Владелец говорит, что пока никаких проблем с скапливанием воды в спойлере пока еще нету. И давайте мы сейчас с вами посмотрим шильдик данного автомобиля. Автомобиль 2018 года, и в киловаттах измеряется его мощность. Закрываем автомобиль, и давайте мы еще с вами с помощью нашего прибора Yetaro E700 Max посмотрим оцинковку и лакокрасочное покрытие. Как вы можете увидеть, 82 микрона в среднем лакокрасочное покрытие в автомобиле. Капот не оцинкованный ни внутри, ни снаружи. И крыша также у нас не оцинкована. Имеется двойной окрас 127 микрон. Стойка оцинкована и имеет также двойной окрас 128 микрон. Что примечательно в данном автомобиле? Так как автомобиль завозился напрямую из Китая, завозился с пробегом 35 тысяч километров, стоимость около 1 000 000 рублей, может быть чуть выше. Поэтому, в принципе, действительно, бэушные автомобили из Китая возить сейчас очень выгодно. Но, друзья, кто может нам рассказать? На каждом металлическом элементе данного автомобиля есть вот такие надрезы. Двери. Ну, и можно по ним как раз определить оцинковку. Да? То есть сейчас на машине пробег около 43 тысяч километров. 6 тысяч владелец проехал на данном. 6 тысяч, да, где-то получается? 6 тысяч километров проехал сам владелец. Зима, реагенты, и вы можете увидеть состояние вот этих элементов. Вот как работает оцинковка. То есть прям до слоя оцинковки имеется искажение металла, и слой отлично справляется. На капоте также есть два таких момента, но здесь уже началась образовываться коррозия. И также можно это разглядеть. И это также можно разглядеть на части крыши. Тут ситуация более хуже. Небольшая ржавчина также присутствует. Поэтому, друзья, все, кто покупает новый Geely Coolray, желательно капот и крышу все-таки обтянуть дополнительной защитой в виде полиуретановой пленки. По фарам все точно так же. Линзованный ближний свет, дальний обычный, LED оптика, камера кругового обзора 360 градусов, камеры с передними и задними парктрониками. Слепые зоны также присутствуют в автомобиле. По задней корме также есть вот эти интересные обозначения. И как мы все знаем, в Geely Coolray есть брак покраски задней части багажника. Смотрите, да, оцинковка все есть, все не заржавело. То есть это получается, у кого начинаются проблемы со вздутием краски,
Тут в любом случае гарантия и какой-то производственный дефект в автомобиле был сделан. Также хочу отметить по поводу сабли автомобиля. Сабля установлена практически идеально. Фары не имеют небольшое такой технический зазор. Если посравнить с моим автомобилем, у меня наоборот фара выступает чуть снаружи. Но, в принципе, зазоров у меня, в принципе, проблем нет. Они симметричны в любом случае. По материалам у нас идентичны. По материалам отделки, именно вот эта хромированная сабля, внутренние части пластика салона, они у нас одинаковые. В новых партиях уже эти элементы заменили более дешевыми, более матовыми. Они уже не будут так играть на солнце. По выхлопу из задней части все точно так же. Никаких изменений я также не вижу. Сервопривод багажника отсутствует. И вот так вы можете увидеть заднюю часть багажника в автомобиле. Также вот ВИН-коды продублированы и на внутренней части багажника. Это очень сильно удивляет. Вспоминается китайская школа старых китайцев. Ну да, также внутренняя часть каркаса не оцинкована. Но при этом для машины 5 лет состояние весьма отличное. Пластик вот тут уже видно натер лакокрасочное покрытие из-за того, что очень часто открывали дверь багажника. Так же, как и на корейцах. Такая же проблема. Итак, друзья, давайте посмотрим, что у нас по внутренним частям автомобиля. Да, мы также видим, что 92-й бензин рекомендуют наши китайские братья заливать. Двери у нас без дополнительной шумоизоляции. Мягкий пластик в верхней части карты двери. Подогрев сидений отсутствует. Ну а в целом все то же самое. Изменения минимальные. Подлокотник. Есть небольшой дефект в плане эко-кожи. Дополнительных резиночек здесь нету, скорее всего, они потеряны. Небольшой люфт подлокотника присутствует. Ну и сам порог, в принципе, для своего пробега весьма в хорошем состоянии. Есть небольшой дефект, но при этом, благодаря, что здесь есть оцинковка, это место вот уже затерто. Вот дефекта. Поэтому действительно вот эта часть, наверное, тоже стоит бронировать, как это сделал я на своем автомобиле, если вы пользуетесь автомобилем с Навья. Достаточно вот такого маленького элементика. И, друзья, конечно же, я обратил внимание на сварные швы, которые применяются именно на китайской сборке. В моем же автомобиле сделано все не так идеально, как... Ну, не так красиво, ладно, скажем так. Хотя автомобили сварены оба в Китае. Походу, все-таки на экспорт автомобили делаются немного иначе. Износ подушки кресла не такой сильный, как у меня. Все зависит от владельца, который эксплуатировал данный автомобиль. Но в целом даже все очень даже хорошо по коже. Что также хочется сказать по автомобилю, по зазорам. Все сделано очень даже достойно. Даже учитывая, что автомобиль с пробегом, здесь уже очень хорошие зазоры, они симметричны в автомобиле. И ну, тут уже как-то сложно придраться. Давайте посмотрим салон автомобиля спереди. Все то же самое, как и в моем автомобиле. Мы видим из старых партий как раз пластик гладкий под алюминий.
И что хочется еще также отметить в автомобиле, отсутствует обогрев руля, присутствует автоматическое затемнение на зеркале, блок адаптивного круиз-контроля и установлен аэроглонасс. Отечника дополнительного у нас нету. И очень удивительно, что все-таки также у нас присутствуют эти заглушки и нет индикации о непристегнутых пассажирах. Сейчас наш автомобиль скажет привет на китайском. Автомобиль оснащен китайской версией прошивки. Давайте мы с вами посмотрим. Значит, у нас есть датчик дождя, активируется на правом лепестке, режим авто и режим выключен. Дворники сделали один взмах и активировали нам автоматический режим. Android версия 4.3. Версию прошивки вы можете увидеть, 37-я. Напишите в комментариях, как можно из этой прошивки сделать полную русификацию мультимедиа. Будет очень интересно почитать. И, что самое интересное, здесь есть ионизация воздуха. Автомобиль полностью показывает качество воздуха, которое поступает в автомобиль, даже если ионизация выключена. Это действительно киллер-фича данного автомобиля. И что самое я хочу сказать, вот таким Geely Coolray должен был быть для российского рынка. Когда я покупал свой автомобиль, я смотрел все эти буклеты, и в этих буклетах как раз мы видели и ионизацию воздуха, и дополнительные лепестки, которые у нас имеются на руле, которые мы так и не получили. И, конечно же, классные мультимедийные возможности. Но, увы и ах, они все-таки решили сэкономить на поставке в Российскую Федерацию и в Беларусь именно на этом. Также подогрев сидений есть и греется только нижняя часть сидения. Спинка не греется в этой версии. Климат-контроль точно такой же, как и в моем автомобиле. Здесь такая же была модернизация с трубками. И действительно, чуть-чуть это более-менее помогает. Но дело в том, что люди... Изначально была теория, что в машинах для Китая идет идеальный климат, а в России из-за того, что есть блок ионизации, они сделали урезанную версию климата. Но, как оказалось на практике, просто изначально климат был корявым сам по себе. И то, что вырезали какие-то определенные функции, как ионизация, это ничего не говорит о том, что климат должен работать и идеально для китайских версиях. Именно в самом Китае, даже если у них есть холодные места. Также предлагаю вам вступить в наш Geely Coolray Telegram-чат, в которых мы обмениваемся советами по эксплуатации данным автомобилем Geely Coolray. Там очень много советов, в том числе, как исправить климат-контроль, переделав трубку. Возвращаемся к мультимедийной системе. Здесь вы можете поставить нужную вам тему. Есть интернет-радио. Ну, конечно же, здесь можно сразу подключиться по Wi-Fi к вашему телефону, если вам хочется это сделать. Показывает погоду, но только в Китае. И, конечно же, самая удивительная вещь, которая меня прям удивила, это встроенный GPS. И GPS у нас словил уже 10 спутников и GLONASS 8. То есть в России уже идут автомобили с урезанными этими опциями. Да, парадоксально. При этом части приборной панели у нас переведены, но переведены немножко другим способом, не так, как уже в финальных версиях наших автомобилей, которые официально поставляются на наши страны. И также есть интернет-радио, которое может показать все, что угодно, но только на китайском и китайские аудиодорожки. Звук очень даже хороший, учитывая, что все стоковое. Твердая четверочка. И не сравнится с Geely Atlas Pro. Находясь за рулем автомобиля, все в принципе точно так же. Выворот, кстати, стоп. Ну да, выворота, конечно же, не хватает. В новых партиях, слава богу, они это все пофиксили. Подсветка все то же самое. И давайте мы с вами посмотрим, что есть у нас автоматический
переход включения с ближнего на дальний. Работает это все точно так же по аналогии, как в Geely Atlas Pro. Вполне себе неплохо. На руле мы видим ассистента, активную работу, активную кнопку с пиктограммами, то, что есть ассистент, хоть и китайский, и активация адаптивного круиз-контроля с назначением дистанции и скорости. Также руль, я хочу отметить, хоть он и не имеет подогрева, так как он не имеет подогрева, все равно состояние весьма хорошее. Но вот эти морщины, с которыми я боролся, они тут также присутствуют. Но в моей истории было немножко, мне кажется, состояние руля хуже. И то на 5000 пробега мне пришлось его даже перешить из-за этих морщин. А тут они на таком пробеге. И, конечно же, прекрасные лепестки подрулевые, которые очень тактильно, удобно нажимаются. По приборной панели вы можете увидеть также, какие обозначения используются. В принципе, практически все то же самое. Итак, мы запустили наш автомобиль. Включаем D. И при нажатии на подрулевой лепесток уже можно активировать нужную нам передачу. Со второй, да, также она может стартануть. Нажимаем паркинг, и машина перешла в паркинг. Так, удобно, все очень даже удобно сделано. Видно сразу то, что шрифт в принципе немножко отличается, и сам перевод тоже также отличается. Что мне очень понравилось, в данном версии можно сбросить средний расход топлива с помощью кнопки Trip, как это сделано во всех нормальных автомобилях. Зажимаете, и можно его сбросить. В наших же версиях, которые поставляются в Россию, мы нажимаем на эту кнопку и зажимаем центральную клавишу и ждем, пока сбросится средний расход топлива. Итак, лежачие полицейские, 15 км в час. Ну, такая же зажатая подвеска абсолютно. То есть ничего нового. В новых партиях, в принципе, они сделали чуть-чуть помягче, но здесь такое ощущение, как будто я еду на своем таком же автомобиле. Нажал на подрулевой лепесток, и, в принципе, у меня машина начала ехать на ручном режиме на третьей скорости. 30 км в час, третья скорость. Переходим обратно в обычный D-режим. Включаем лимитер скорости. Поставим его, допустим, на 35 км в час. И пробуем. Пробуем. Смотрим, у нас спуск идет. Ха! Нифига себе. Ну, выходит за рамки. Чем выше спуск в нашем автомобиле, тем больше погрешность именно в лимитере скорости. Тогда у меня вопрос, как же он будет ехать на адаптивном круизе? Включаем адаптивный круиз-контроль на 30 км в час. У нас впереди препятствия, уступаем автомобилю дорогу и начинаем баловаться как раз-таки с адаптивным круизом. Включается абсолютно точно так же, как и на Geely Atlas. Впереди поворот, приходится отключить данную функцию для безопасности. И пробуем зайти еще раз в нужный для нас. Так. 30 км в час. Адаптивный круиз у нас работает. И здесь я чувствую, как машина сама реально тормозит. Она сопротивляется инерции и держит скорость как вкопанная. Получается, у нас просто недоработан именно алгоритм лимитера скорости. Удивительно, что в Geely Atlas Pro лимитер скорости также работает коряво на переднем приводе в комплектации с автоматом, а в роботе он работает превосходно или он тормозит двигателем независимо от какого спуска. Здесь же все-таки для нашего этого автомобиля это большая проблема, и чем выше спуск, тем больше автомобиль будет как раз таки ошибаться, и вы увидите погрешность в виде нескольких километров, вплоть до 20-25 на круиз-контроле. Мой Geely Coolray 2020 год, и как вы все знаете, лимитер скорости у нас держит скорость, но если спуск очень крутой, то у него не получается ее держать корректно, что в лимитере, что на круиз-контроле. Давайте сейчас мы это проверим. Держим 44. Да, выходит за рамки, чем выше спуск. Так, впереди лежащий полицейский. Едем со скоростью 20 км в час. Давай, вот так, да.
Но все равно, да, жестковата подвеска, вот, учитывая, что мы на 16 диаметре колес. У нас хорошая резина, шипованная. Странно, что все-таки весьма жестковато даже в таком конфиге. Камера. Ну да, машина довольно-таки очень хорошо набирает. Мне кажется, намного быстрее, чем даже мой автомобиль для российского рынка. Ну и вот также знаки у нас 80. Мы сейчас их также можем увидеть. И как работает адаптивный круиз. Машина полностью подруливает сама. Так, впереди у нас сейчас должно быть, чтобы машина затормозила. Так. Не хочет. Не захотел, да? Наверное, испугался он сам по себе. Не считал машину впереди идущую. Он пытается понять, но тут она вряд ли поймет. Ну да, конечно. Так, машина потеряла впереди идущий автомобиль. И да, сама оттормозилась. Разметку считала очень даже хорошо. Активно ускорить. И вот мы ставим снова до 69. Она разгоняется. Вот она рулит. И вот мы тормозим перед Porsche. Мы сами затормозили. Да. Мы дальше разгоняемся. Дальше сами едем до 69 до наших выставленных. Она рулит. А если мы нажмем поворотник, она перестроится? Так, держите руль. Держу руль. Нет. Ну, для 2018 года это превосходно работает вообще. Да, разметку держит очень ровно. Режим Тесла. Ну, а получается полностью автоматический автопилот. Но только не может сам стартовать. Да, ну и расслабление не держит. Разгоняться, но нам не нужно разгоняться. Ну да, вот в этом плане адаптив не всегда помогает. «110», охренеть. Очень хороший подрыв, турбина работает очень ровно, и сам разгон тоже очень плавный. И она тормозит, но уезжает. Уезжает, да, потому что разметки там тоже уже не было, она заканчивалась. А расскажи, как работает адаптив, когда ты едешь в какой-нибудь сельской местности, когда идеально нету разметки, но машина пытается ехать на адаптивном круизе, и ты едешь в повороте. Берешь управление на себя и едешь. Да, Вот и всё. да, но просто у меня в Atlas Pro было так, то, что он в повороте любил выходить из адаптивного круиза. Именно в поворотах почему-то. Нет, не пробовал. Давай так скажу, не пробовал. Понял. На обычном круизе пробовал. Но при Обычный этом круиз ты держишь руль. работает и вообще радует, Да, радует. радует работа. Ну что, друзья, как вы думаете, стоит покупать такой автомобиль бэушным из Китая и не имея гарантии, но за очень адекватные деньги? Допустим, даже тот же самый 1 000 000 рублей. Что мы сможем купить за 1 000 000 рублей на нашем рынке и какого года будет автомобиль? Или же все-таки купить новый автомобиль на гарантии почти в 3 раза дороже, чем он стоит в Китае бэушным? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. С вами был, как всегда, Дмитрий Лелюхин. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш Telegram, где мы показываем и рассказываем все об эксплуатации данного автомобиля и делимся опытом с владельцами. Друзья, спасибо за просмотр данного ролика. Всем огромной удачи, здоровья и до скорых встреч. Пока.